Что, если я скажу вам, что на дне Индийского океана скрыт город, сопоставимый по площади с целым государством? Город, который существует благодаря источнику неисчерпаемой энергии уже десятки тысяч лет. И его только что нашел Китай. 3000 метров под водой. Полная темнота. Давление в 300 атмосфер, которое раздавило бы человека за доли секунды. Китайский батискаф Хаянь «Морская ласточка» медленно опускается к координатам, которые могут стать одним из самых важных открытий 21 века. Температура воды всего 4 градуса выше нуля. Солнечный свет сюда не проникал никогда. И вдруг из кромешной тьмы вырастают гигантские башни и шпили, напоминающие небоскребы из фантастических фильмов. Но это не декорации. Это реальность. Добро пожаловать в нефритовый город Юйцзин. Подводный город, который не строили люди, но который способен изменить будущее человечества. Чтобы понять масштаб открытия, представьте территорию площадью около 2 квадратных километров. Это в 7 раз больше знаменитого затерянного города в Атлантическом океане, до сих пор считавшегося крупнейшим гидротермальным полем планеты. Но дело не только в размерах. Юйцзин состоит из десятков башен и кратерообразных структур. Представьте воронки диаметром от 100 до 400 метров и глубиной до 80 метров. Если поставить на дно одной из таких впадин 10-этажный дом, его крыша едва будет видна. Стены настолько крутые и ровные, что они напоминают кимберлитовые трубки, где формируются алмазы. Когда китайские исследователи впервые увидели этот подводный город, они не поверили своим глазам. Несколько месяцев понадобилось, чтобы нанести на карту все башни и кратеры. Каждое погружение открывало все больше фактов о том, как работает наша планета. Из жерл и трещин этого города выходят струи вещества, которое может изменить будущее человечества, природного водорода. Не того, который мы получаем в лабораториях с огромными затратами энергии, а настоящего, образующегося в недрах Земли в процессе, который называется серпентинизацией. Представьте, морская вода просачивается сквозь трещины в океанической коре и встречает горячие породы мантии, богатые железом и магнием. При контакте идет химическая реакция. Минералы изменяются, а побочным продуктом становится чистый водород. Это словно гигантская подземная фабрика, работающая без остановки десятки тысяч лет. Ученые подсчитали, что только Юйцзин производит около 150 тонн водорода в год. Для энергетики целых стран это немного, но для одного города — колоссально. Это примерно в 10-15 раз больше, чем в знаменитом затерянном городе Атлантики. Чтобы понять масштаб, представьте, этого количества хватит, чтобы ежегодно заправить около 20 тысяч автомобилей с водородными топливными элементами. Да, это не миллионы, но важно другое. Природа показала нам сам принцип. Юйцзин — крупнейший из известных генераторов природного водорода на Земле. Но город — это не только энергия. Это целая экосистема, заставляющая пересмотреть наши представления о жизни. На глубине 3 километров, под чудовищным давлением и в полной темноте, бурлит особый мир. Когда камеры батискафа впервые осветили дно кратеров, исследователи увидели настоящее подводное царство. Тысячи креветок длиной 3-4 сантиметра роились возле выходов теплых струй. Их панцири мерцали в свете прожекторов, словно самоцветы. Рядом медленно ползали крабы и лобстероподобные существа размером с ладонь. Морские анемоны величиной с кулак колыхались в потоках воды, а из расщелин выглядывали трубчатые черви длиной до 40 сантиметров. Но самое удивительное — эти существа не просто выживали в экстремальных условиях. Они процветали. Их секрет в том, что они научились питаться энергией водорода.
Точнее, бактерии в их организмах превращают водород в энергию для жизни. Это называется хемосинтез. Получение энергии не от Солнца, а от химических реакций. Они буквально питаются тем, что выделяет сама планета. И это похоже на то, как могла появиться первая жизнь на Земле. Некоторые из бактерий обладают феноменальной устойчивостью и способны существовать десятки и сотни лет в стабильной форме. Именно в подобных глубинных городах могут скрываться подсказки о секрете долголетия. Открытие Юйцзина заставило ученых по-новому взглянуть на теорию происхождения жизни. 4 миллиарда лет назад поверхность Земли была смертельно опасна, атмосфера состояла из ядовитых газов, а океаны кипели. Но даже тогда на дне могли существовать города, подобные Юйцзину, с водородом, минералами, щелочной водой и постоянной температурой. Все это — идеальные условия для возникновения первых живых молекул. И если жизнь могла зародиться здесь, то она может появиться и в других местах космоса. На спутниках Юпитера и Сатурна, Европе и Энцеладе, подо льдом скрываются океаны, где идет та же серпентинизация. Если жизнь процветает в Юйцзине, то почему она не может существовать там? Но вернемся на Землю. Открытие Юйцзина имеет прямое отношение к нашему будущему. Человечество стоит на пороге водородной эры. Электричество было энергией 20 века, водород станет топливом 21-го. Почему? Потому что это идеальное топливо. При сгорании он не выделяет углекислый газ, не производит токсичных отходов. Единственный продукт — вода. Водород может заменить бензин в машинах, керосин в самолетах, газ в домах. Но проблема в том, что сегодня производство водорода требует колоссальных затрат энергии. Чтобы расщепить воду, нужно электричество, а оно по-прежнему в основном вырабатывается из ископаемого топлива. Получается замкнутый круг. Но города вроде Юйцзина способны разорвать его. Природа миллионы лет производит водород бесплатно. Нужно только научиться собирать его. И такие технологии уже разрабатываются. Норвежские инженеры проектируют подводные станции для сбора водорода. Японцы испытывают системы извлечения газов со дна океана. Американские стартапы разрабатывают методы транспортировки сжатого водорода на большие расстояния. Конечно, работать на глубине 3 километров — это вызов уровня космических программ. Коррозия, давление, удаленность от берега — все это серьезные препятствия. Но человечество уже умеет бурить на глубинах, прокладывать подводные трубопроводы и кабели длиной в тысячи километров. Более того, Юйцзин может оказаться не единственным. Океаны покрывают 70% Земли, но исследовано меньше 30% их дна. Сколько еще таких городов с источниками энергии скрывается в глубинах? Недавние исследования показывают, что серпентинизация может идти во многих местах, вдоль океанических хребтов и крупных разломов. Представьте карту будущего, где вместо нефтяных вышек океаны усыпаны станциями сбора водорода, где танкеры перевозят не нефть, а сжатый водород, где каждая прибрежная страна имеет доступ к энергии прямо у своих берегов. Это может стать реальностью в ближайшие десятилетия. Технологический прогресс стремителен. От первых самолетов до высадки на Луну прошло всего 66 лет, от интернета до смартфонов — 20 лет, от первых электромобилей Tesla до их массового производства — 15 лет. Водородная революция может произойти еще быстрее. Но есть главный вопрос: как добывать водород, не разрушая уникальные экосистемы? Обитатели Юйцзина эволюционировали миллионы лет. Они могут хранить тайны не только происхождения жизни, но и ее будущего.
Возможно, решение в том, чтобы воссоздать процесс серпентинизации искусственно. Ученые уже работают над реакторами, имитирующими условия гидротермальных городов. Пока масштабы малы, но каждое открытие приближает нас к разгадке природного рецепта. Юйцзин меняет и геополитику. Страны, имеющие доступ к подобным городам, могут стать новыми энергетическими лидерами. Китай заявил о долгосрочных программах изучения подводного водорода. Норвегия, Канада, Австралия — все запускают собственные проекты. Это может привести к новому разделу океанов, как когда-то делили нефть. Но есть и другой сценарий. Водородные города могут стать основой для международного сотрудничества, ведь океан не знает границ. Изучение Юйцзина дает фундаментальные знания о том, как работает наша планета. Биотехнологи ищут в бактериях ферменты для новых лекарств и долгой жизни. Космические агентства используют опыт подводных исследований, готовясь к миссиям на Европу и Энцелад. Материаловеды изучают минералы Юйцзина для новых сплавов. Юйцзин — это не просто город глубин. Это природная лаборатория, которая отвечает на вопросы о жизни, энергии и будущем человечества. Каждая молекула водорода, каждая бактерия, каждый минерал здесь — кусочек большой головоломки, которую мы собираем тысячелетиями. И, возможно, самое важное открытие еще впереди. Юйцзин показал, наша планета полна сюрпризов. В самых неожиданных местах могут скрываться ответы на важнейшие вопросы. Будущее человечества может лежать не только в звездах, но и под толщей океанской воды. Китай нашел не просто подводный город. Они открыли дверь в новую эру чистой энергии, устойчивого развития и гармонии с природой. Юйцзин — это город будущего, который уже существует рядом с нами. Остается только научиться быть его достойными жителями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.